как же шла работа над нашим проектом и какие у нас были противостояния. Про меня сейчас это кровь из глаз пойдет. Живем мы здесь с семьей, с мужем и с нашей дочкой. Я уже с рулеткой. Мне теперь интересно. Стояла задача закрыть это. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room. Мы рады вас видеть. Проходите. Будем рады вас встречать с таким вкусным тортиком. Какая красота, спасибо вам большое, нам очень приятно. Пойдемте смотреть квартиру. Пойдем. Пошли. Всем привет, меня зовут Маджара Анна, я архитектор-дизайнер, и видео со мной вы могли уже видеть на канале In My Room. Если вдруг не видели, ссылки добавим. Я Екатерина, я хозяйка квартиры, и мы обратились к Ане для того, чтобы Анна помогла нам сделать уютный, красивый ремонт. И в этом выпуске мы вам расскажем и покажем, как же шла работа над нашим проектом и какие у нас были противостояния. Расскажите, где мы находимся и что это за дом? Дом 2006 года, это квартира в многоквартирном доме в городе Пушкино. Сколько здесь точно квадратных метров и комнат? С балконами у нас 115 квадратных метров, у нас 3 комнаты. И расскажите, кто же здесь живет? Живем мы здесь с семьей, с мужем и с нашей дочкой. Дочке 8 лет, она в 1 классе. Когда вы приобрели эту квартиру, что здесь было до? Здесь была там бетонная коробка или она уже была с каким-то ремонтом или планировкой? Здесь был очень простой ремонт, квартира сдавалась много лет, поэтому состояние ее было достаточно такое уставшее. Когда вы купили эту квартиру, приехали сюда, какие задачи вы поставили перед дизайнером, перед Аней? Сделать красивый ремонт, чтобы это было удобно конкретно под нашу семью, под наш образ жизни. Самой, наверное, сложной задачей здесь было на этом пространстве. Здесь была раньше дверь, и нам нужно было в рамках кухни, столовой, гостиной существующей разместить и зону гостиной с телевизором, и стол, и кухню. То есть вроде как по кухне было все понятно, а как поставить стол таким образом, чтобы можно было смотреть телевизор и со стола, и с дивана, это была очень сложная задача. Это была прям такая задача со звездочкой. У нас было порядка 4 планировок. Анна попросила референсы, я ей прислала вот приблизительно такой интерьер в таких вот зеленых оттенках. И дальше с этой гостиной, с этого кухонного гарнитура, с этого цвета пошла постепенно рисоваться вся остальная квартира, весь остальной интерьер. Кухня задала тон. Да, кухня задала в данном случае у нас тон. Да, вот именно референс, который был на кухне. Про цветовые решения, да, помимо зеленого, да, хотели какие-то яркие цвета, судя по всей остальной квартире. Вообще у Ани такой достаточно узнаваемый почерк, у нее всегда яркие интерьеры. И здесь, что было необычное, Катя хотела еще больше цвета, а я говорила, не надо, остановитесь, давайте добавим чуть-чуть серых спокойных стен. Что на тебя не похоже. Почему предлагали такое решение? Потому что это гостиная, и здесь проводят больше всего времени, и было опасение, что это нравится на картинке, но может некомфортно быть в жизни. Обилие, большое количество контрастных, ярких цветов. Поэтому я попыталась найти баланс, и здесь практически каждая стена, каждая плоскость разного цвета. Они близкие по тональности, но если здесь у нас серый, то это у нас пыльный зеленый. И дальше у нас вообще появляется еще и такой винный, хороший такой бордовый цвет. Да, но при том, что цвета достаточно темные, например, некоторые и яркие, они при этом как-то спокойные, то есть они не кричащие, эти оттенки, и многие гости, которые к нам приходят, также это подмечают, что вау, ярко, но при этом это достаточно спокойно. Потому что искали баланс именно между малонасыщенными, а яркие сложные тона использовали только либо в пространствах, в которые мы приходим и уходим, то есть как прихожая, либо это спальня, потому что мы там спим, там может быть вот это камерное ощущение, атмосфера такая, некой немножко даже такой коробочки, поэтому там у нас темный синий. В итоге у нас получилась совмещенная кухня, столовая, гостиная, прихожая, само собой, коридор, с которым мы попадаем в такой спальный блок. Там у нас спальня, детская и ванная.
И еще у нас есть маленький санузел, который относится непосредственно к зоне гостиной. То есть с гостиной это ближайший санузел, куда можно попасть. Ну и пойдемте посмотрим, как все это получилось. Ну, давайте начнем с общей зоны кухни-гостиной, где, как я понимаю, у вас было самое большое как раз-таки изменение с точки зрения планировки. Да? Расскажите подробнее, как было до и что стало после. До у нас здесь вот была достаточно глубокая ниша, дальше продолжалась стена, и после этого была дверь. И получалась очень неправильной формы комната. Хотелось сделать более правильные формы, уравновесить все эти пространства по пропорции, то есть огромная такая прихожая была не нужна, ну и, соответственно, уйти от большого количества проходных углов. И, получается, соответственно, убрали одну стену, да, и выстроили по-другому нишу на кухне. Катя, я еще заметила, что у тебя по всему дому много всяких разных датчиков. Да, в квартире подключена система «Умный дом», которая решает рутинные задачи за нас. А управляется она с помощью суперстильной Яндекс-станции MIDI с голосовым помощником Алиса. Алиса, включи свет. А чтобы девайсы взаимодействовали между собой, я настраиваю разные сценарии их работы. Смотрите, люстра над столом с умной лампочкой, яркости, оттенки которой я могу регулировать. А когда приходят в гости, я включаю режим вечеринки, и это создает особую атмосферу. А если зайти на кухню ночью, то сработает датчик движения, и она загорится тусклым светом. Удобно, что к Алисе можно подключить не только устройство от Яндекс, но и технику других производителей. Я так настроила режим уборки для робот-пылесоса, а еще могу запускать его голосом. Алиса, включи пылесос. Будет сделано, хозяин. Еще система заботится о нашей безопасности и бережет нервы. В ванной мы установили датчик протечки воды, который мгновенно отправит уведомление в случае затопления. Также я его устанавливаю внутри ванны. Когда ванна наполняется водой, он мне присылает сигнал о том, что пора мыться. А расскажи про отделочные материалы, да, что на стенах, что на полу. Отделка у нас преимущественно это краска с использованием лепнины, потому что хотелось добавить какого-то рельефа, а не просто плоские стены, поэтому плинтус, карнизы у нас достаточно высокие и есть молдинги. На полу у нас ламинат. Давайте перейдем к самой кухне. Из какого материала гарнитур? Кухня у нас сделана фасады МДФ эмаль, корпус из ДСП. Фартук это у нас керамогранит. Этот же керамогранит мы использовали и на полу здесь, на кухне, и в санузле. Столешница у нас искусственный камень. Как он в обращении за полтора года себя ведет? Прекрасно. Возможно, я бы сделала мойку тоже из искусственного камня. Но все равно, когда она с подклейкой внизу, это, кстати, очень удобно. Сразу все туда скидываешь, и не остается ничего в швах. Ну и по наполнению, да, покажите нам, что же внутри. Так, внутри, ну здесь все, наверное, достаточно классически, да, то есть здесь всякие крупы. Здесь у нас посуда, сушка достаточно большая. На верхней полке, честно скажу, я и не достаю ввиду роста, поэтому используются они редко. Здесь все для чая, кофе, такое. Ну, а здесь вытяжка, поэтому здесь так очень нашли свое место книжки. Кулинарные, да. Угу. Здесь хранятся у нас сковородки, здесь кастрюли, здесь приборы и хлеб. Кстати, я в первый раз вижу, когда ящик в ящике, это достаточно распространенная тема, что была еще дополнительная ручка. Это ваша уже, да, задумка? Это моя, да, задумка, потому что мне так удобнее. То есть установили, ручки не было, но я потом ее сделала. Здесь посудомойка и ящик под мойкой с мусоркой. И диспенсер решили тоже установить в столешницу. Да, интегрированный. По бытовой технике у нас здесь есть вытяжка, у нас есть индукционная плита, микроволновка встроенная и встроенная духовка, тоже электрическая. А холодильник все-таки решили делать отдельно стоящий, не встроенный, да? Почему решили так? Ну, потому что
Во-первых, было удачное для него место, потому что мы не нашли вариант, когда мы не занимали место от самой кухни. Во-вторых, естественно, он более вместительный, и по цене они гораздо дешевле, чем если покупать встроенный. То есть здесь, в принципе... Аргументы перевесили. Да. А сколько получилась кухня, в принципе, в длину? Потому что она кажется очень большой. Где-то примерно 3,30. Угу. И рабочее место тоже очень удобное и широкое. 1,40 м. Рабочая именно вот эта поверхность открытая, 1,40 м. Ну, хватает вообще места? Да, хватает. Хорошая рабочая поверхность, мне достаточно удобно. Ее достаточно. По хранению вся техника, которая мне необходима именно для готовки, у меня поместилась, но мне не хватало бы для различной декоративной моей посуды, которую мы используем, когда принимаем гостей. Поэтому мы предусмотрели дополнительную такую буфетную зону с 4 полноценными шкафчиками по 60, где как раз разместили всю прекрасную посуду для гостей. Света у нас здесь, кстати, он не работает. Работает. А как? Там волшебное место есть какое-то. Сейчас я его... Ты Так. чувствуешь, что мы его часто используем? Да-да. Только в двух, да, получается? Почему? Во всех. Да, свет здесь есть. Он прекрасно подсвечивает это матовое стекло, и за счет стекла вот так рассеивается симпатичненько. Они по 60, то есть у нас того 2,40 дополнительных систем хранения. Но они не плотненько забиты, потому что здесь вот свободно очень стоят сервизы, чтобы это было еще и визуально приятно. Можно рассказать про коллекционную посуду, кстати. У нее здесь есть очень красивые штучки. Я бы их прям показала. Говорить, что вот. Пусть говорят, слушай, тут и вот эти штуки прикольные. У меня достаточно много посуды. Здесь вот различные мои чашечки, с которых я люблю пить кофе. Здесь различные бокалы. Да, хрусталь. Ну, в общем, здесь чайный сервиз, обычный сервиз. Давайте перейдем в зону гостиной. Как я понимаю, здесь очень много свободного пространства, да? Такое ощущение, как будто здесь должно было что-то стоять, но этого нет. Да? Почему столько свободного места? Ну, потому что у нас ребенку 8 лет, а она была младше, когда мы делали, поэтому она здесь бегает, носится, катается на самокате, да, поэтому мы изначально планировали, что должно быть много свободного места, чтобы было простроено, чтобы можно было поставить большую елку. Поэтому сделали именно так. Здесь в перспективе еще, возможно, станет дополнительное кресло, чтобы была такая оформлена зона общения. Когда приходят гости, часть сидит за столом, кто-то на диване, кто-то на кресле, и получается такой, как бы, все могут друг с другом взаимодействовать. Вообще изначально у нас была идея, слава богу, от которой нас отговорила Анна. Да, мы почему-то хотели отделить вот этот вот аппендикс, который был достаточно такой глубокий, лофтовой перегородкой, но потом отказались от этой идеи. Большая сложность здесь была именно в том, чтобы организовать это пространство так, чтобы сохранить воздух, но при этом можно было как-то сидеть и смотреть телевизор. То есть куда бы мы ни размещали телевизор, не получалось такого сценария, либо он получался, но неудачный, где телевизор напротив дивана. То есть вот эта вот схема, она никак вообще не стыковалась именно вот в этом пространстве. И наше альтернативное решение этому запросу был телевизор на кронштейне, который мы просто выдвигаем. И это делается достаточно просто. Выдвигается телевизор и поворачивается так, как это нужно, либо в одну сторону, либо, соответственно, в другую, например, если я готовлю. Диван раскладывается, но это пока такое временное явление. Здесь у нас планировался диван винного цвета. В перспективе, я думаю, что он здесь будет. Просто он приехал с прошлой квартиры. Мне кажется, что Метр 140. Или 1,40 м, да. Мы брали самый большой. А вон я уже с рулеткой. Мне теперь интересно. Нет, Вообще 1,20 м. Стол здесь мы купили самый большой, который был. Из нераскладных это 1,20 м.
Почему было это решение? Здесь нужен был максимально большой стол, чтобы уместить единоразово, когда приезжают гости, до 15 человек. И ни один круглый стол нам не закрывал эту потребность. Поэтому поставили статичный для каждодневного использования, а для приема гостей есть отдельный стол-трансформер. Мы его видим тоже. Или не увидим. Надо было сказать, да? Пусть останется интрига. Общий потолочный, который разделен на две зоны, кухня и гостиная. В зоне дивана у нас есть такой декоративный светильник, он как вечерний свет. Второй вариант вечернего света – это подсветка кухни. И еще один самый, наверное, часто используемый сценарий – это светильник над столом. Да, чаще всего используем на самом деле вечером именно этот светильник. Здесь еще есть балкон, но перед тем, как на него зайти, я хотела спросить, меняли ли вы здесь окна? Нет, окна мы здесь не меняли. Единственное, что мы обновили вот резиночки, а так окна остались теми же. На балконе мы поменяли стекло, потому что стеклопакеты были одинарные, а сейчас двойные. То есть мы в те же самые абсолютно профили поставили, профили позволяли уже хорошие стеклопакеты. Тем самым у нас получилось сэкономить достаточно. Подоконники? Подоконники все меняли. Здесь были пластиковые подоконники стандартные, а сейчас все подоконники сделаны деревянные. И радиаторы, соответственно, тоже меняли? Радиаторы мы тоже меняли, да. Такие черные акцентные. И еще здесь видно, что очень высокий плинтус. Из чего он и сколько он примерно в высоту? Плинтус здесь 15 сантиметров. Это дюрополимер, антивандальный плинтус. Я бы его не назвала сильно высоким. Для меня это, в принципе, такая стандартная история. Я не очень люблю использовать низкие, а вот именно такие высокие фактурные и крашеные именно в цвет стен добавляют некой объемности. Здесь строители очень деликатно подошли к выполнению всех этих стыков и действительно профессионально выполнили каждый поворот. И у нас все места примыкания плинтуса к мебели выполнены просто безупречно. И про шторы, да, они везде красивые в этой квартире, видно, что все на заказ. Да, шторы помогал нам делать текстильный декоратор, они все между собой объединены какими-то элементами, например, здесь на сером текстиле есть кант, который повторяется на шторе на кухне. И подушки декоративные тоже сделаны под заказ. Это из той же ткани? Да. Ну и пойдемте смотреть, что на балконе. Пойдем. Подписывайтесь на наш уютный телеграм-канал In My Room. Там собраны интересные идеи для интерьеров, скидки и акции от наших партнеров, а также анонсы к выходам новых роликов. Ссылочка будет в описании. Поскольку планировка у нас сделана в рамках закона, мы ее не присоединяли, она у нас с дверью, здесь окно оставили, и вот это пространство решили не захламлять, а сделать такой зоной отдыха. И пожелание Кати было, чтобы здесь обязательно было вот это кресло именно плетеное, и мне кажется, именно вот от того дизайнера ты изначально и хотела, мы делали его под заказ. А шкаф тоже достаточно удобный, у нас есть дача, и, конечно, мы делаем заготовки, и в них хранятся как раз-таки эти заготовки, что очень удобно. Ну, иногда, да, варю варенье. А вот, наверное, тут как раз стол, который дополнительный у вас для гостей. Да, в том числе он, еще к нему один присоединяется, и тогда точно садятся все 15 человек. Второй шкаф, здесь все для цветов, там земля, всякие, в общем. И, кстати, здесь также есть запасные стулья, которые мы используем, когда приходят гости. Здесь та же самая краска, на самом деле, которая и в гостиной. Пока что все хорошо. Но здесь вот на этой лоджии здесь тепло, то здесь меньше плюс 15 не бывает, даже когда на улице минус 30. То есть здесь теплый пол сделан, поэтому мы просто включаем теплый пол, и температура всегда там около 20 и выше. Поскольку потолочные сделать здесь не позволяла высота, мы сделали настенные светильники, которые можно направить туда, куда нужно. И, в принципе, для этого пространства их хватает. И есть еще один светильник, он больше про декоративную какую-то историю.
И вечером, опять же, как и в детском, он дает очень классные цветы. Да. Если вот говорить, что здесь хотелось бы добавить, то мы бы здесь добавили больше розеток. Мы сделали одну, но когда Новый год, мы здесь вешаем гирлянду, и было бы здорово, если бы мы предусмотрели розетку для гирлянды. Угу. Кстати, мы в этих подоконниках. Давайте скажем, что мы запланировали розетки для... Оправдаться же мне надо, почему здесь, кстати, почему мы здесь не сделали розетки? На самом деле очень странно. Так, кроме кресла, наверное, не было. Единственное, что вот сейчас стало понятно, что мы сделали розетки для гирлянд именно со стороны квартиры в откосах, а здесь не предусмотрели. И вот как раз их розеток для гирлянд на лоджии не хватает. Ну, может, не поздно их еще сделать, нет? Ну, чуть поштрафить. Нет. Переходник нас спасает. Подписывайтесь на все площадки, где есть In My Room. Там действительно много классных советов для ваших интерьеров и ремонтов. А если вы захотите стать участником следующего рум-тура, то вот на эту почту нужно будет прислать фотографии своих готовых интерьеров. Что за этой красивой двухстворчатой дверью находится? За этой дверью у нас находится спальный блок, там все у нас жилые комнаты, но хочется отдельно сказать про эту дверь, что когда мы делали планировочные решения, я из опыта исходя, из обратной связи от большинства заказчиков понимала, что эта дверь не будет пользоваться, то есть она не каждодневного использования, и мне казалось, что это вообще совершенно не нужно, но в итоге Катя настояла, сказала, что мы считаем, что все-таки она нам нужна. И в итоге вот получилась такая интересная, на самом деле, необычная дверь, которой в итоге, как оказалось, они действительно пользуются. Да, дверью мы пользуемся, она является дополнительным шумоизолятором, потому что когда закрыты только комнаты спальни, здесь работает телевизор, то все равно немного слышно. Если закрыта эта дверь, то уже полная тишина. А вы выстраивали эту стену, чтобы поставить Нет, дверь? это несущая стена, эту стену мы не выстраивали. У нас были другие идеи как раз-таки с различными лофт-перегородками вот в этой части, от которых мы в итоге отказались и приняли решение сделать такую дверь, тем самым и оптимизировав наши расходы. И там получается коридор, который ведет В зону спален. Пойдемте смотреть? Пошли. А это моя спальня, она в таких приглушенных тонах. И здесь я, кстати говоря, тоже предусмотрела Яндекс устройствами умного дома. Они поддерживают комфортный микроклимат в комнате. Если становится жарко, то датчик температуры передает эту информацию хабу и включается кондиционер. А режим охлаждения я настроила заранее, теперь не нужно тратить на это время. Когда нас нет дома, окна и двери балкона под контролем. В случае открытия я или муж получим об этом уведомление от датчика открытия. А летом, если двери или окна открыты для проветривания, кондиционер работать не будет. Умные лампы в бра симулируют рассвет. Эта функция помогла мне легче вставать по утрам, особенно зимой. Такую лампочку мы установили и в детской. Ночью она горит приглушенным светом, и ребенку не страшно спать в комнате и вставать ночью в туалет. Если вы тоже хотите сделать вашу квартиру удобной и создать уникальную атмосферу, то выбирайте умные девайсы с голосовым управлением от Яндекс по ссылке в описании. Расскажи про отделку спальни, почему решили выбрать такие цвета? Хотелось с одной стороны что-то спокойное, с другой стороны что-то темное, что будет способствовать такому глубокому сну. Поэтому, на самом деле, с первой попытки был утвержден дизайн этой комнаты. Единственное, что мы потратили некоторое время на подборку панно. И данное панно я нашла, а Аня утвердила. Поэтому было принято такое решение. Здесь споров не было, то есть? Здесь был спор небольшой по поводу панно, потому что так потратили какое-то время, прежде чем подобрали то, что нравится. Именно рисунок. Рисунок, да. А с точки зрения стен, в общем, не было никаких, да. А расскажи про само наполнение спальни, какая сюда поместилась кровать, сколько она в ширину? Кровать 1,60 м, в общем-то, не такая уж большая, можно было и больше. Достаточно вместительные тумбочки мы подобрали, чтобы они не были мелкими для этой комнаты. Здесь есть рабочий стол супруга, который здесь иногда работает.
комод, который мы взяли в Икее, когда она еще работала. Также здесь покажу дальше гардеробная. Обратите внимание на телевизор, мы предусмотрели, чтобы он был таким, чтобы прилегал к стене. Это сделано для того, чтобы с одной стороны при входе не было видно кронштейна, а с другой стороны не загромождать проход между кроватью и стеной. И где же провода от него? Провода от него спрятаны под столом письменным. Это кабель-канал вы провели такой большой. Это был привезен кабель-канал на этапе строительных работ, и затем уже, когда все было готово, мы подключили телевизор. Угу. Пойдем посмотрим, что же у вас за скрытой дверью. Кстати, хочу обратить внимание, как аккуратно сделаны плинтуса прямо на двери. Пойдем зайдем? Пойдем. Здесь получилась достаточно большая гардеробная комната. Мы ее специально отделили от комнаты, потому что комната была такой длинной, вытянутой формы, для того, чтобы она стала более-менее квадратной, для того, чтобы она была максимально функциональной, было принято решение сделать здесь гардеробную. На самом деле здесь масса всего вмещается. Это икеевская гардеробная. Здесь мы храним свою одежду и всякие вещи. Уже еще успели, да? Она уже закрылась, но когда был там один день, когда она открывалась и распродавала остатки, Вы воспользовались этим шансом. Мы воспользовались этим шансом. Это был практически выигрыш в лотерее, потому что стоила эта гардеробная в районе 54 тысяч. Поскольку здесь гардеробная, мы предусмотрели здесь зеркало, то есть можно закрыться, переодеться и выйти уже полностью готовой. Поскольку я часто работаю из дома, мы предусмотрели также на этой лоджии мой кабинет. По отделке она такая же, как и та. По отделке цвет у нас совпадает с тем цветом, который мы использовали в большом санузле. Здесь не такой же цвет, как вот бежевый у нас в комнате. Потому что это так было логичнее при использовании краски. То есть, когда ты покупаешь банку, проще использовать ее максимально. Поэтому мы приняли решение здесь выкрасить этот цвет. Они достаточно неплохо между собой дружат. Здесь мы оставили еще детскую полочки, которые у нас были в предыдущей квартире, не смогли от них отказаться. А здесь мое рабочее место и творчество моей дочери. Кстати, в маркетплейсе In My Room вы можете приобрести точно такой же стол. Еще давай скажем, про отделку пола. Да, на полу здесь такая же плитка, как в маленьком санузле, как на большой лоджии и как на фартуке в кухне. И теплый пол. Да, здесь сделан теплый пол. Здесь достаточно тепло. Даже в зимнее время. Иногда мы здесь храним велосипед, пока не настало лето и он не стал активнее использоваться. Давай посмотрим, какие здесь есть сценарии освещения. Да, здесь у нас один сценарий освещения. Присутствуют только потолочные светильники. Они продуманы таким образом, несимметрично, для того, чтобы можно было открыть окно. Здесь у нас потолочные светильники присутствуют. Есть свет над письменным столом. Также есть бра около кровати. Есть верхний свет. И в гардеробной тоже верхний свет. Это детская, дочки Кати. Скажи, сколько она квадратных метров? Здесь 21 квадрат. И скажи, что вы здесь делали по перепланировке? Была ли она здесь? Перепланировки здесь как таковой глобальной не было. В этой комнате есть особенность в виде скошенного угла, где нам пришлось сделать стол на заказ, чтобы этот угол аккуратненько, деликатно, в общем, к нему примкнуться. Но там очень получилось удачно расположить полки, и со стола удобный доступ. И по отделочным материалам давай пройдемся. Здесь уже такой пыльный цвет, розовый. Да, здесь действительно такой очень благородный, приглушенный розовый, то есть вроде мы и хотели ей каких-то добавить девчачьих цветов, но не хотелось, чтобы это была комната на ближайшие 3 года, а потом перекрашивать. Хотелось достаточно долгую перспективу, поэтому выбрали именно такой оттенок. И здесь у нас есть еще панно
которые мы обрамили молдингом. Получилась такая картина. А расскажи, какая кровать сюда поместилась, сколько она в ширину? Кровать у нас здесь 1,10 м. Этого вполне достаточно для даже долгосрочной перспективы, потому что здесь не планируется еще кто-то. Гостей принимают в другом пространстве. Вот эта кровать чисто для нее, и по длине мы сразу брали ее на перспективу, 2-метровую. Давай перейдем к шкафу. Расскажи, из какого он материала и как он устроен внутри. Шкаф изначально задумывался вот прям визуально от стенки до стенки. Здесь у нас еще есть такой выступ, в который мы этот шкаф как бы интегрировали. То есть у нас глубина шкафа визуально меньше, чем есть на самом деле. Это видно по коробу над диваном. Он у нас сделан из эмали на заказ, как ты уже догадалась, потому что индивидуальный размер. Ручки здесь тоже из эмали, да, есть такой как бы особенность, это часть дизайна такая была. И мы изначально хотели меньше делать открытых полок, чтобы не было визуального шума. Но, тем не менее, для игрушек предусмотрели вот эти нижние секции, которые у нас вот так вот замечательно открываются, и здесь разместилось почти все, что нужно. Но игрушки, понятно, тоже в шкафу хранятся, соответственно, наверное, вещи тоже, девочки. Да, у нас разделены секции, пока у нее одежды не очень много, ей достаточно вот такой распашной с зеркалом, и та часть она с полками. И тут еще даже внутренний ящик поместился. Да. А также у нас в этом шкафу спрятан еще кондиционер. Ну и давай перейдем дальше. Как я понимаю, этот диванчик и есть то самое спальное место для гостей. Да, так и есть. Он компактный, но тем не менее при необходимости, при какой-то острой необходимости его можно разложить и неплохо здесь разместиться. Это было изначально пожелание заказчиков. Они говорили, что дочь любит залазить на подоконники и смотреть в окно, поэтому мы, несмотря на то, что высота как бы не позволяла, мы сделали здесь подоконник из дерева, затонировали его по цвету очень близко к ламинату и сделали здесь специально такие вот продыхи, чтобы радиатор дышал. И здесь она прекрасно может размещаться. Здесь у нее стоят игрушки мягкие обычно, и здесь она сидит и смотрит в окошко. Это массив. И сделали экран на радиаторы. Да, чтобы скрыть этот, мягко говоря, уродливый радиатор, мы его прикрыли заказным таким экраном. А радиаторы в этой комнате не меняли, соответственно? Нет, радиаторы мы оставили те, которые были. Ну и вот как раз стол, про который ты говорила в начале. Скажи, может быть, есть какие-то идеи на перспективу, например, когда девочка будет подрастать, становиться подростком? Обычно такие моменты тоже иногда продумывают с дизайнером. Да, здесь мы это продумали, мы запланировали розетки на случай, если ей понадобится телевизор, и этот телевизор можно будет смотреть как с зоны дивана, так и с зоны спального места. Здесь у нас целых 4 сценария освещения. Это потолочный такой достаточно общий, да, чтобы не раздражающий. Потом есть яркий. Также у нас здесь есть наша вот эта лампа, это как ночник. Она замечательно работает. И в зоне дивана у нас есть такой светильничек с гибкой ножкой, который для чтения используют. То есть здесь можно сесть, почитать с таким направленным светом. Такая яркая прихожая. Ань, вообще в твоем стиле 100%. Я помню, мы снимали несколько твоих проектов, и у тебя все прихожие действительно были яркие. Я так понимаю, это концепция твоя. Но это не совсем концепция, просто ко мне обычно приходят заказчики, которые любят цвет, которые хотят чего-то такого необычного. И я считаю, что прихожая – это как раз то самое место, где можно дать волю всем своим желаниям и фантазиям, потому что мы здесь пришли, получили заряд какой-то положительной энергии от этих цветов, от этих фактур и вышли отсюда. То есть это не то пространство, где мы находимся долго и от которого можем устать. Ну, а теперь давайте посмотрим поподробнее про эту прихожую. Да? На стенах краска, и я смотрю, что вы даже отделили эту зону в 2 цвета. Да? Шкаф под заказ, под RAL. Угу.
Шкаф под заказ, и более того, он сделан ровно в том же цвете, как и краска. То есть здесь была концепция, что это у нас будет такой как бы кубик, и новый цвет здесь было бы неуместно использовать. А еще вопрос про входную дверь. Вы ее тут точно меняли, да, судя по всему? Вы под заказ делали ее? Ну, это вкладыш достаточно стандартный, а дверь под заказ. Ну и давайте посмотрим, что же в шкафу. С этой стороны у нас расположились вешалки с одеждой и обувь. Здесь у нас есть щиток, и там же чуть ниже располагается роутер. Здесь небольшой хозблок. А здесь изначально планировка была такая же, или вы как-то ее меняли? Меняли, мы уменьшали прихожую, и благодаря тому, что мы вывели уровень стены и эту стыковку замкнули краской, у нас грязная зона плитки, она гораздо уменьшилась. И здесь продолжился вот так вот ламинат. Очень красивая плитка. Да, и мало того, она очень хороша, потому что если вдруг там, как у нас обычно бывает, грязь, осень и так далее, практически ничего на ней не видно. То есть она очень удобна в этом плане при эксплуатации. Здесь еще у нас есть такое огромное классное зеркало в молдинге. Это лепнина тоже, которую мы специально сделали как альтернатива рамке, чтобы опять же и оптимизировать бюджет, и не выделять эту рамку каким-то отдельным цветом. Вот. Поэтому появилось большое классное зеркало и пуф возле него. Мне кажется, будут писать, что пуф низкий. Удобно на нем сидеть? На самом деле, когда ребенок был поменьше, она просто ложилась на него, и вот так вот, и можно было ее раздеть. До сих пор периодически так делаю, то есть на самом деле нам удобно. Потом мы приходим, мы можем положить на него сумки, что-то. То есть он хорош тем, что он достаточно большой. Если бы это был как бы повыше пуф, но узенький, это было бы менее нам удобно. Но, честно скажу, я на нем посидела, он действительно удобный, классный. Еще вопрос про стык двух напольных покрытий. Чем он выполнен? Стык здесь выполнили герметиком, и, как мы видим, 1,5 года спустя никто никуда не уехал. А были ли здесь у вас какие-то споры? Да, были споры по поводу потолка, потому что по проекту он у нас должен был быть тоже красного цвета, но в рамках реализации мы все-таки отказались от этой идеи и оставили его белым. Не хотите поменять, выкрасить его все-таки в красный, в терракотовый такой? Да нет. А кто был за потолок, а кто против? Ну, конечно, как автор проекта я была за то, чтобы ее замкнуть, то есть вот эту прихожую сделать прям кубиком. А кубик получился бы только полный настоящий кубик, только если бы мы это все закончили. Еще была идея сделать и дверь тоже красной, но это было достаточно сложно в реализации, поэтому дверь решили сделать черной. Это большой основной санузел, да, давай опять вспомним, как он выглядел до того, как вы сделали здесь ремонт, была ли здесь какая-то перепланировка? Да, собственно, выглядел он примерно так же. Что мы сделали здесь основное, это предусмотрели просто огромную систему хранения во всю стену и сделали еще вот такой тайный шкафчик, который вообще не заметен. Ну, кроме того, что за дверью, да, он еще и у нас так вот сливается. Но мы сейчас к нему вернемся, а пока давай поговорим про отделку. Тут ее очень много, она очень разная. Я люблю комбинировать разные материалы, но при этом, чтобы это все выглядело гармонично. И здесь у нас сочетается 4 материала. 3 вида плитки разные и краска. Если начать вообще с концепции, то долго мы шли именно к этому варианту за счет того, что у нас... Кать, может, расскажешь эту историю? Между вами опять было какое-то противостояние, да? Скорее, даже не между мной и Аней, а между мной и мужем, потому что мы никак не могли договориться о цветовых сочетаниях в этом санузле. А Анна, она как раз помогала нам это сделать и все время повторяла о том, что все нормально, мы найдем общий вариант, который понравится всем. И это давало уверенность в том, что мы действительно это сделаем. А что хотел муж, что хотела Катя? Муж хотел, по-моему, желтый у нас, да? Да, муж хотел, вот, чтобы у нас было сочетание такого глубокого синего и ярко-желтого.
Да, я это сочетание не видела в общей цветовой палитре квартиры, и это прям выбивалось каким-то, пятном. Но самое же интересное, мы не нашли на самом деле тот самый вариант. Я просто поняла, что мы можем до бесконечности делать эти картинки. И я говорю тогда, слушайте, стоп, мы больше ничего не ищем. Мы с вами едем, когда на согласование материалов. Это отдельная такая встреча большая. Я вам точно что-то предложу уже вживую, и вы, посмотрев, как это выглядит, поймете, нравится, не нравится. Собственно, так и получилось, когда мы подсобрали эту всю картинку, она понравилась, она дала такой отклик, что мы вот эту концепцию оставили. Основная суть этой концепции заключается в том, что у нас есть принтованный пол. В поддержку этому принтованному полу у нас рельефная плитка, которая по форме пересекается где-то с рисунком, именно вот этими какими-то гранями. Фоновая, с ней все понятно, она просто как база, и покраска, которая присутствует таким кантом здесь, она в пыльно-розовом цвете, который хорошо очень сочетается и с синим, и похожего цвета у нас здесь тумба, которую мы сделали под заказ, и шкафчик. Такой огромный шкаф здесь получился. Что в нем? Значит, этот шкаф у нас вобрал в себя все. Здесь и функционал, и коммуникации, и хранение, и хозблок. Подожди, про шкаф. Знаете, что нужно сказать? Дело в том, что вот за этим шкафом большой бойлер и щиток. Он большой. Давайте посмотрим. Его можно рассмотреть? Да. Сложно, но можно. На сколько литров он? На 80, наверное, да? Большой раз. Наверное, да. То есть стояла задача закрыть это, но при этом так, чтобы был доступ. Поэтому здесь нужно было что-то придумать. И для того, чтобы это место было функциональным, то есть такой щиток огромный не сделаешь, мы сделали вот такое вот решение. Я вижу, розеточки там встроены тоже. Да, розеточки для зубной щетки, зарядки, что-то в этом духе. Угу. А внизу это тоже открывается или заглушка? Нет, это здесь тоже открывается, здесь хранятся всякие остатки краски. Вот это у нас заглушка, но хранение за ней есть. Угу. Да, здесь все, в общем-то, шкафчики открываются, здесь хранится бытовая химия, которая нужна, какие-то запасы. А сколько в глубину он получился? Порядка 40. 35-40 сантиметров, то есть я рассчитывала такой, скажем, минимум для хранения, который будет максимально удобен. Здесь, наверное, еще хочу сказать про решение, на которое я очень долго решалась, потому что я понимала, что это будет моя ответственность, если это будет непрактично. И вот эта панель, она у нас тоже из МДФ, и унитаз висит на ней. То есть концептуально это было здесь самым правильным решением, но как мы обычно делаем, это все же должна была быть здесь плитка, но плитка была бы тут заплаткой. На всякий случай плитка, да, мало ли что. Да, но все-таки мы, долго обсуждая, сошлись, что должно быть все хорошо, и как по факту? Действительно все хорошо, то есть вот прошло где-то 1,5 года, мы пользуемся, никаких проблем в этом отношении нет, то есть как у любой инсталляции, сзади там все установлено, все это сделано надежно, и на самом деле и у мебельщиков не возникло особой сложности сделать то, что нужно. Но здесь у нас была другая история, здесь у нас как раз-таки яркий пример, почему иногда нужен авторский надзор, потому что по плану этот шкаф должен был быть до потолка, но в какой-то момент мы это упустили и сделали его по высоте плинтуса. Даже это не вы упустили, по сути, это строители не посмотрели на план потолков и не увидели, что здесь должен быть закладной короб, который равен глубине шкафов. То есть здесь должен был выведен короб, и карниз у нас заворачивался по вот этой фронтальной части с краской в один уровень со шкафом. Вот. Поэтому у нас получилось так, что карниз уходит в глубину, и над шкафом образовалась такая полочка, на которой теперь стоят вазы. Мне кажется, это вообще выглядит классно, как будто действительно так специально было. Но зато вы не закрыли вентиляцию. Она должна была быть здесь. Она принудительная здесь, да? Да, и она была выведена на фронтальную часть, опять же, краски перед шкафом. Здесь у нас тоже какая-то бытовая химия. И здесь тоже хранение. Красота.
Остался тот самый шкаф-невидимка, про который ты говорила в начале. Давай взглянем на него. У него абсолютно другой цвет у фасада, нежели чем у шкафа напротив. Этот шкаф у нас совпадает с цветом тумбы, и это на самом деле наверное, одно из самых удачных решений. Он полностью занят текстилем для ванной. То есть это очень удобно и практично. Давай про ниши расскажем. Так а что, ниша и ниша? Ну ладно, ниши и ниши. Ну, тут. как бы, что там? Вот и рассказали. в Вот и принципе, это рассказали. оставляем. Расскажи про этот черный кант, да, потому что кто оставляет это, просто и закрашивает, да, получается, сверху этот торец в цвет стены, кто-то ставит кантики. Почему здесь такое решение? Я за свой многолетний опыт перепробовала очень много вариантов реализации примыкания краской и плиткой и поняла, что самый аккуратный это все-таки, когда плитка заканчивается профилем. Притом неважно, будет краска в один уровень с плиткой или будет, как у нас здесь, ступенька, но всегда аккуратно смотрится профиль. В данном случае у нас профиль достаточно широкий, это как часть дизайна, он у нас добавляет графичности. Собственно, здесь у него такая функция ровненько разделить краску с плиткой и гармонично задружить с полотенцесушителем, таким же черным. О, кстати, тут порожек какой-то. Здесь от этой же фирмы, которая делает ламинат, вот именно этого же оттенка порожек. А почему порожек тут? Ну, что-то мы решили здесь порожек сделать. Эля, ты сейчас Ужас на какой. голову. Про меня сейчас это кровь из глаз пойдет. А ты не знала про этот порог? Нет. Сейчас увидела. Так, ну давай поговорим про гостевой санузел, да, он совсем небольшой получился, он тут и был на этом же месте. Он тут и был на этом месте, да. Мы решили его использовать, это пространство, по максимуму. Сделали угловой унитаз для того, чтобы у нас здесь появилась стиральная машинка встроенная. И закрыли, соответственно, здесь у нас есть лючок, доступ к коммуникациям, но хранятся какие-то вещи. Соответственно, здесь тоже у нас получается хранение. И Угу. А он из ЛДСП, да? Шкаф? Или это МДФ? это МДФ. И по отделке, она такая прям здесь яркая, узнаю Анин почерк на самом деле. Хотелось Расскажи по отделке. похулиганить. Да, хотелось похулиганить, и мы достаточно быстро согласовали эту концепцию. У нас такая немножко Африка проходит местами. И остальное это все плитка, и получается решили тоже сделать в виде молдинга такой Да, переход. это просто молдинг, покрашенный в цвет, который мы красили гостиную, стены. Это один и тот же цвет. Выглядит по-другому, кстати. Да, немного. да, вот многое зависит от освещения. Так. Это красиво в конце. Красиво. Здесь мы предусмотрели гигиенический душ, также, который можно использовать не только по прямому назначению, но и, например, в каких-то хозяйственных целях, наполнить ведро водой и так далее. То есть это достаточно удобно. Настало время прощаться. А если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечу.